Привет, это Айсберг. И сегодня я бы хотел рассказать вам об еще не анонсированной новинке компании Hidis MK12 Touris. Ну что, давайте не затягивать и перейдем к своему обзору. А приобрести Hidis MK12 Touris вы сможете на официальном сайте компании Hidis, либо же на проекте Kickstarter, где начало продаж заявлено на 10 июня, а количество образцов будет ограничено, так что поспешите. А все ссылки я оставлю в описании. А приходят МК-12 Touris в симпатичной картонной коробке оливкового цвета, где на лицевой панели изображены сами АЕМы, логотип компании, название модели МК-12 и эмблема Hi-Res Audio, что говорит о том, что перед нами действительно серьезный продукт с профессиональным подходом. Сбоку же коробки указана информация о представителях в Европейском Союзе и Великобритании. Сзади мы видим краткую спецификацию о продукте на английском и китайском языке. Здесь дублируется информация о представителях, и вот снова вы можете лицезреть лицевую панель этой коробки, и давайте же ее распакуем. А внутри нас встречают сами шеллы, аккуратно утоплены в картонную панель с наименованием модели и указанием о силе магния. За панелью с шеллами находится блистер с 3 наборами амбушюр размера S, M и L, и небольшая коробочка с остальными аксессуарами, где внутри находилась гарантия, инструкция на 3 языках и компактная брендированная сумочка. Внутри сумочки, как всегда, находится комплектный двухпиновый кабель и дополнительные съемные звуководы красного и серебристого цвета. В комплект с МК-12 Touris входит широкий выбор силиконовых амбушюр в 3 размерах и 3 сетах. Давайте поподробнее остановимся на них. Первый — это амбушюры, предназначенные для вокала, в белом исполнении и с широким соплом. Вторые и по центру — это балансные амбушюры с черной сердцевиной и стандартным отверстием. И третий сет — это амбушюры, предназначенные для баса, с узким отверстием и черным исполнением. Также для этого обзора компания Hidis предоставила мне отдельный набор амбушюр, за что им особая благодарность. И их название Sea Anemone. Они сделаны из мягкого силикона, имеют среднего размера отверстия и бирюзового цвета сердцевину. По звучанию они находятся где-то между вокальными и сбалансированными амбушюрами, что в принципе подходит этому сету, и в рамках этого обзора я буду использовать именно их для того, чтобы подчеркнуть тюнинг этих наушников. Комплектный кабель здесь самого базового качества. Он сделан из OFC меди и покрыт прозрачным полиуретановым материалом. И несмотря на то, что он брендированный, а вся фурнитура выполнена из металла, он все равно остается таким жестким, плотным, негибким и ощущается как дешевый пластик. На одной стороне находится позолоченный 3,5 мини-джек, посередине металлический сплиттер и на другом конце заушины двухпиновые вилочки и цветовая индикация. И кроме этого всего, в комплект также входят 2 пары съемных звуководов, где серебряного цвета звуководы акцентируют внимание на высоких частотах, и красного цвета, соответственно, подчеркивают низкие частоты. Корпуса МК-12 Touris сделаны из алюминиевого сплава методом 3D-печати и покрыты матовой синей краской. Все детали корпуса сделаны надежно, а сборка в целом ощущается монолитной, ничего не скрипит, не люфтит и не болтается. Разрабатывая дизайн МК-12 Touris, инженеры Hidis вдохновлялись медузой бессмертным чудом, или же ее английским названием Turritopsis, которую они и изобразили на фейсплейтах этой модели. Не знаю, видите ли вы здесь медузу или же что-то другое. Кстати, напишите об этом в комментарии. Мне действительно будет интересно это почитать. Я же в этом дизайне вижу разное. Или же волны у моря, либо же крыло птицы. Вот в принципе с этим у меня ассоциируется дизайн МК-12 Touris. На внутренней части корпуса располагается съемный металлический звуковод в цвете розовое золото, но мне он больше напоминает все-таки латунный. Он недостаточно высокий, но при этом широкий и имеет металлическую сеточку внутри,
а также бортики для удержания амбушюр. Также вблизи к звуководу расположено одно компенсационное отверстие. На верхней части корпуса расположена маркировка моделей HIDIS MK12, а также индикация каналов, а сбоку, как всегда, находится двухпиновый разъем для подключения кабеля. Из-за крупного динамика, установленного внутри МК-12 Touris, размер самого корпуса, я бы сказал, выше среднего. Шеллы получились довольно увесистыми, а их вес примерно 10 грамм каждый, что не так уж и много, но это будет ощущаться при ежедневном использовании. Форма корпусов овалоподобная и сглаженная, а внутренняя часть лишена острых углов, которые бы могли повлиять на комфорт и посадку. И в результате они создают такую глубокую и надежную посадку с плотным прилеганием. И даже в моих небольших ушах они ощущаются комфортно и не норовят выпасть даже во время активных движений. Инженеры HIDIS в своей модели МК-12 попытались ее сделать максимально универсальной для большинства источников. И в принципе у них это получилось. Я тестировал эти наушники с самыми разнообразными устройствами, начиная от Android смартфона, портативного ЦАПа и заканчивая своим настольным ЦАП-усилителем Fossica 7, и могу сказать, что они раскрываются примерно одинаково с каждым источником, не считая лишь погрешности в громкости. Но для референсного звучания, согласно графику амплитудно-частотной характеристики, я все же рекомендую вам использовать портативный ЦАП хотя бы от компании Apple. Я же в этом обзоре буду использовать портативный ЦАП от компании Celest CD2, который придает теплоты и полноты звучанию, акцентируя на сильных качествах этих наушников. HIDIS MK12 оснащены большим 12-мм динамическим драйвером с диафрагмой из чистого магния и магнитной схемой, что позволяет достигнуть сверхнизкого коэффициента нелинейных искажений до менее 1% и понизить время отклика до 0,01 секунды для потрясающей ясности, скорости и точной детализации звука. Ну а перед тем, как переходить к самому интересному, как звучат эти наушники, я бы хотел обратить ваше внимание на график амплитудно-частотных характеристик, чтобы посмотреть все их настройки. На графике мы видим три кривые линии, каждая из которой соответствует отдельному звуководу. Низкий регион у троих линий начинается довольно высоко, что говорит о такой более жирной и объемной подаче, которая должна понравиться любителям насыщенного и глубокого звучания. И как ни странно, лишь оранжевая линия, которая соответствует красному звуководу, немного проседает в регионах мидбасса и нижней середины. В средних частотах все три режима держат такой умеренный спад, только лишь, опять же, оранжевая линия выделяется больше всех, так как она имеет спад еще ниже. Район верхней середины здесь показательный, так как идет четкий подъем в районе 2500-3000 Гц, что очень близок к настройке кривой Harman 2019 года, а выделяется здесь красная линия, что делает подачу более яркой и детальной, но при этом может быть более утомительной на высокой громкости. На высоких и сверхвысоких частотах мы видим несколько подъемов и спадов, что говорит о такой яркой подаче, но более контролируемой. Красная линия здесь опять выделяется. Это самая воздушная версия, подходящая для тех, кто ищет максимум микродеталей и сцены, но при этом может быть более резкой и острой на пиках. Синяя линия показывает такой более сбалансированный характер высоких частот, а оранжевая слегка смягченная, что может быть приятнее для длительного прослушивания. При этом два последних режима теряют эту ясность и четкость деталей на высоких частотах, что может быть критически важно в некоторых жанрах или композициях. Мне же подошли звуководы серебристого цвета, так как у них самая крупная сеточка, и они предоставляют чистый, прозрачный и сбалансированный звук
на всем частотном диапазоне. В реальности же мы получаем такую теплую, яркую, V-образную подачу с быстрой динамикой и проработкой деталей. Я бы не назвал эти наушники Harman ориентированными, а также бы не сказал, что это тюнинг универсальный, так как они звучат более сглаженно на низких частотах и нижней середине, но при этом верхняя середина и верхние частоты здесь звучат более детально и проработано, с хорошим расширением. Почему я выбрал серебряные звуководы? Так это потому, что с этой настройкой HIDIS MK12 раскрывается с яркой, детализированной и воздушной стороны. Звук становится более открытым и искристым, с акцентом на верхнюю середину и высокие частоты. Это не те наушники, которые будут давить басом или укутывать средними частотами. Они стремятся к прозрачности, чистоте и детализации, создавая ощущение стеклянной ясности. Эта настройка идеально подходит для тех, кто ценит нюансы в вокале, струнных инструментах и высокочастотных элементах. Особенно это ощущается при прослушивании живых инструментов, вокала, акустики и джаза, когда создается эффект воздушной сцены, где каждый элемент звучит с высокой степенью детализации. Серебряным звуководом низкие частоты в HIDIS MK12 можно описать как четкие, текстурированные и сдержанные. Это не тот бас, который будет грохотать или заполнять пространство, как, например, в настройке с красным звуководом, который усиливает низкие частоты. Вместо этого серебряный звуковод передает басу контроль и артикуляцию, делая его скорее фундаментом, чем основным элементом. Суббас с серебряным звуководом ощущается как глубокий, но не навязчивый. Он просто здесь есть, но не доминирует, создавая атмосферу, а не физическое присутствие. Это хорошо передается в треке Hans Zimmer «Time», где гудение органа передается с хорошей глубиной, но без того вибрирующего эффекта, который ожидается от V-образных наушников с Harman настройкой. Суббас здесь больше про текстуру, чем про его мощь. Вы слышите лишь тонкие вибрации и оттенки, но они не бьют по ушам. Это делает серебряный звуковод отличным выбором для прослушивания джаза, оркестровой или классической музыки, где суббас должен быть деликатным и не перетягивать внимание. Мидбас здесь контролируемый и с хорошей артикуляцией, но при этом без окраса или гудения. Он не навязчивый, но есть ровно настолько, насколько нужно, чтобы сохранить баланс частот. Удары барабанов, бас-гитары, MIDI-инструментов или драм-машины звучат глубоко, с хорошей атакой и естественным затуханием. И, например, в треке Металлики Enter Sandman бас-гитара точно очерчена, а каждая нота передается с особой ясностью, но без излишней массивности. Это позволяет мидбасу оставаться выразительным, но при этом не затмевать вокал и средний регион. А одним из главных преимуществ низких частот здесь является их текстурированность. Этот сет способен точно передавать тонкие нюансы в басовых партиях. Например, в треке TNGHT Back N низкочастотные элементы, такие как звуки воды или глубокие удары, имеют четкую структуру и слоистость. Вы можете различить текстуру каждого удара, а не просто воспринимать общее гудение. Это особенно заметно в акустических записях или джазе, где контрабас звучит живо, с ощущением вибрации. Средние частоты в MK12 Touris можно описать как прозрачные, детализированные и немного яркие. И только лишь благодаря акценту на верхнюю середину это придает среднему диапазону чистоту, открытость, делая вокал и инструменты яркими и четкими. Эти наушники не обладают настолько теплым и ламповым звучанием, а наоборот, звук становится более аналитичным и воздушным, с акцентом на артикуляцию и детали. Это особенно подходит для жанров, где важна точность и ясность передачи вокала инструментов, такие как классическая музыка, джаз, акустика и вокальные композиции. Нижняя середина звучит здесь сдержанно, бархатисто и телесно. Например, в треке Johnny Cash
Heard. Мужской вокал звучит с телесной тембральностью и хорошей текстурой, но без лишней теплоты, которая могла бы сделать его слишком плотным. Гитарные партии здесь чистые, с четким разделением нот, но не обладают этим мясистым характером. А для таких инструментов, как виолончель в треке Йо-Йо-Ма Бах, нижняя середина передает ощущение тепла струн, но с акцентом на текстуру и вибрацию. Средние частоты же звучат ярко и выразительно, с отличной артикуляцией и хорошей детализацией. И, например, в треке Трейси Чапмен Fast Car женский вокал выходит на передний план. Звучит он естественно и эмоционально, с ясным проявлением дыхания и нюансов. Инструменты в этой области, такие как акустическая гитара в треке Ed Sheeran Perfect, звучат ярко и с четким переливанием струн. Фортепиано имеет мелодичный характер и точное затухание нот. Однако из-за акцента на верхнюю середину и высокие частоты, средний регион может быть несколько менее телесный или теплый по сравнению с настройкой розового золотого звуковода, который добавляет больше насыщенности в этот диапазон. В МК-12 верхняя середина звучит ярко, красочно, с хорошим контролем, акцентируя внимание на деталях и воздушность. Вокал в этом регионе звучит насыщенно, с выраженными нюансами и легкой искрою, что подчеркивает особенности подачи. Однако, для тех, кто чувствительный к яркости, верхняя середина может иногда казаться немного яркой, особенно на верхних пиках, где возможна некоторая резкость. Инструменты, например скрипка, звучит живо и текстурно, с отличной передачей деталей, как движение смычка. Это добавляет характерной воздушности, делая звучание более голографическим в звуковой сцене. Высокие частоты имеют яркие, детализированные и воздушные ноты, которые придают звуку искристость и открытость. Серебряный звуковод здесь подчеркивает верхний диапазон, делая его самым выразительным элементом частотного диапазона. Это не нейтральные или мягкие высокие, а скорее энергичные и аналитичные, с акцентом на детализацию и пространственность. Они идеально подходят для жанров, где важны нюансы высоких частот, такие как классическая музыка, джаз, акустика или прогрессив-рок, но они могут быть утомительны для тех, кто чувствительный к яркости. Например, в треке Fleetwood Mac Dreams вокал Стиви Никс выделяется своей прозрачностью, с легкой искрою, которая подчеркивает эмоции и нюансы голоса. А инструменты такие как скрипка, колокольчики, тарелки звучат живо, с выраженной текстурой и проницательной яркостью, создавая ощущение живого исполнения. Звуковая сцена здесь широкая, глубокая и воздушная. Ширина сцены создает впечатление, что звук выходит за пределы головы, а особенно это ощущается при прослушивании ambient инструментальных треков, где гитарные партии и синтезаторные эффекты размещаются далеко по сторонам, создавая ощущение, что вы находитесь в центре звучания. Глубина сцены также заметна, благодаря точному позиционированию инструментов на разных слоях. Это создает эффект 3D пространства, где можно различить передний, средний и задний план. Сцена здесь ощущается как просторный зал или открытая студия, а не тесная комната. Это особенно заметно в жанрах, где важна пространственность, такие как оркестровая музыка или прогрессив-рок. Разделение инструментов четкое и точное, позволяя каждому инструменту или вокалу занять свое место в звуковой сцене, не сливаясь в кашу даже в насыщенных моментах. МК-12 Tourist обеспечивает превосходную визуализацию, благодаря широкой сцене, точному разделению и акценту на высокие частоты, которые добавляют воздуха и четкости, что дает беспроблемное понимание локации и позиционирование того или иного звука. А первое, с чем бы я хотел сравнить HIDIS MK12, это с гибридными наушниками K-Versa и Rossa,
Ну что, давайте поподробнее разберем их в плане звучания. Базовый МК-12 сдержанный, но точный и артикулированный. Их тюнинг снижает акцент на низких частотах, делая их текстурными и без глубокого суббаса. Это идеально подходит для жанров, где бас не должен перекрывать другие элементы, но может разочаровать любителей мощного низа. В Аэроса бас более выраженный, теплый и полный, с хорошей текстурой благодаря динамическому драйверу. Он не такой глубокий, как у басхедных аемах, но обеспечивает приятный панч и мягкий суббас. Средние частоты в МК-12 прозрачные, с легким акцентом на верхнюю середину, что делает вокал, особенно женский, выразительным и детализированным. А инструменты, такие как гитара или фортепиано, четкие, но без излишней теплоты. В Аэроса же наоборот, средние частоты более теплые, насыщенные и телесные, с акцентом на богатство вокалов. Однако детализация у Аэроса чуть ниже, чем у МК-12 из-за акцента на музыкальность, а не на элитичность. Высокие частоты в МК-12 кристальные, яркие и воздушные, с отличной детализацией. Они не резкие, но чувствительным людям к высоким частотам могут показаться слегка акцентированными. Это идеальный выбор для тех, кто любит искры и детали в верхнем диапазоне. В Аэроса высокие частоты более мягкие и сглаженные, с хорошей детализацией, но без яркости, характерной для МК-12. Они не утомляют и подходят для длительного прослушивания. В итоге, если вы ищете аемы для классики или аналитического прослушивания с акцентом на детали и воздушность, то Hidis МК-12 ваш выбор. Они предлагают технически точный и просторный звук, но могут быть слишком яркими для некоторых. А если же вы хотите универсальные аемы с теплым, эмоциональным звуком, подходящим для повседневного прослушивания, то Киверс Аэроса более сбалансированный и приятный вариант. Их V-образная характеристика делает их более доступными для широкой аудитории. Из заключительного сравнения я бы хотел провести с гибридными наушниками только от компании SimGod SuperMix 4. Ну что, давайте поподробнее сравним их в самом главном аспекте – это звучание. В МК-12 бас точный, текстурный, но сдержанный из-за акцента на высоких частотах. Суббас здесь присутствует, но он не глубокий, а мидбас компактный и без излишней массивности. В SuperMix 4 бас более выраженный, с акцентом на суббас, который ощущается полным и глубоким, но не перекрывает другие частоты. Мидбас энергичный, с хорошей атакой, но не такой четкий, как у МК-12. Средние в МК-12 прозрачные, с легким акцентом на верхнюю середину, что делает вокал выразительным и детализированным, а инструменты четкие, но без излишней теплоты. В SuperMix 4 же средние более теплые, насыщенные, с хорошей плотностью. Вокалы как мужские, так и женские звучат полно, естественно и с акцентом на микродетали, а в SuperMix 4 они более гладкие, детализированные и сбалансированные, с хорошей экстензией, но без яркости. Резюмируя, Hidis MK12 Touris — это динамические аемы, которые удивляют и пытаются подстроиться под всех. Они имеют 3 набора амбушюр, куда входят вокальные, сбалансированные и бас-амбушюры, а также 3 вида съемных звуководов, которые создают разный тюнинг этих наушников. По своей сборке и оснащению это действительно инновационный продукт. Это первая модель на рынке, которая оснащена динамическим драйвером с диафрагмой из чистого магния, что позволяет достигнуть сверхнизкого коэффициента искажений и времени отклика для потрясающей ясности, скорости и точной детализации звука. Корпуса здесь металлические, а форма овалоподобная и сглаженная, что позволяет добиться глубокой, плотной посадки и предельного комфорта. Возвращаясь к тюнингу, эти аемы предлагают 3 варианта звучания в зависимости от выбранного звуковода. К примеру, с красным звуководом звук станет более объемным на низких частотах, но при этом потеряет это расширение и воздушность на верхней середине и высоких частотах,
А серебряные звуководы как раз дадут вам ту открытость и воздушность на верхней середине и высоких частотах, но при этом сделают низкий регион более сбалансированным и сглаженным. И в этом обзоре я использовал именно их, так как считаю, что они наиболее подходят к тюнингу этих наушников. Низкие частоты более сдержанные и компактные, но при этом остаются четкими и текстурными. Это делает МК-12 менее подходящим вариантом для басовых жанров, такие как EDM или хип-хоп, но идеальными для классической музыки, где бас не должен заглушать другие элементы звучания. Средние частоты чистые и прозрачные, с легким акцентом на верхнюю середину, что подчеркивает вокал и ведущие инструменты. Мужской и особенно женский вокал звучит ярко, с отличной артикуляцией и эмоциональной выразительностью. А высокие частоты яркие, детализированные и воздушные, с отличной проработкой мельчайших нюансов. Однако для тех, кто чувствителен к высоким частотам, МК-12 могут показаться слегка утомительными при длительном прослушивании. Звуковая сцена просторная и воздушная, с 3D-голографическим эффектом. Разделение инструментов превосходное, где каждый инструмент, будь то вокал, гитарные партии или перкуссия, занимает свое место, не сливаясь в кашу. Что ж, Hidiz MK12 Tourist — это отличный выбор для аудиофилов, которые ищут яркий, детализированный и просторный звук с акцентом на высокие частоты. Их тюнинг не универсальный, но для правильных жанров и слушателей они раскрываются с лучшей стороны, предлагая кристальную чистоту, впечатляющую сцену и тонкую проработку деталей. Если же вы готовы к аналитическому и воздушному звучанию, то МК-12 Tourist с серебряным звуководом будет вашим проводником в мир нюансов и эмоций. А на этом у меня все. Спасибо большое, что ты досмотрел до конца мой видеоролик. И мне действительно будет интересен твой комментарий о том, что ты думаешь об этих наушниках. И твой лайк — это лучшая благодарность за просмотр. Спасибо и до скорой встречи. Пока-пока.